Ну, пап, ну что, ты забыл опять это, что ли? Я же тебе 5 минут назад об этом сказал. Как меняется характер человека, который, может быть, заболел Альцгеймером? Человек, который никогда в своей жизни не брал кредиты, начинает набирать кредиты. Он не может принимать решения, он плохо говорит, он плохо считает, он плохо ориентируется в социуме. Сегодня 5 сентября 2024 года. 2024, правильно? А люди начинают говорить 1900. Опс, это ненормальное старение. Так быть не должно. Это болезнь. Друзья, привет! Вы смотрите программу «На здоровье». Меня зовут Елена Войцеховская. И, как всегда, по понедельникам в этой студии лучшие специалисты. Те специалисты, к которым ходим мы сами и к которым вводим своих дорогих и близких людей. И сегодня с большим удовольствием хочу познакомить вас с неврологом, специалистом по нарушениям памяти. Доктор Тео у нас в гостях. Доктор, приветствую. Здравствуйте, рад быть здесь. Ойбек Тургулхужаев, специалист по двигательным нарушениям, когнитивным дисфункциям и мигрени, невролог, сотрудник Федерального центра экстрапирамидных заболеваний и психического здоровья. Сегодня мы говорим о потере памяти, о деменции, о болезни Альцгеймера, все, что связано вот с такими изменениями человека, которые вроде бы касаются старения, взросления, потому что мы как говорим, ой, что-то стал забывать, старею, похоже. Вот всегда ли нарушения с памятью связаны с возрастом? Это хитрый вопрос. Давайте скажем так. Старение – это физиологический процесс, точно так же, как и взросление, точно так же, как и младенческий возраст. И, соответственно, некоторые проблемы с ним ассоциированы, то есть чаще встречаются в этом возрасте, но это не означает, что это норма. То есть проблемы с памятью, особенно если они прогрессируют и приводят к тому, что человек теряет самостоятельность, это проблема. Это не есть нормальное старение. Для того, чтобы наши зрители, и я в первую очередь тоже, понимала, где норма, а где патология, вот смотрите, человек такой, о, забыл о записи к врачу, например, через 2 дня, или о, забыл, что было 2 года назад на Новый год. Где проблема? Ну, то есть, как определить человека самостоятельно? Проблемы нет, если вы сами вспомнили, что вы что-то забыли. В этом-то и вся граница. Человек с истинной деменцией, он не помнит того, что он забыл. И он живет в абсолютно нормальном мире. А вы говорите о том, что вы помните что-то, что вы забыли. Значит, вы на самом деле это помните. То есть у меня нет проблем с памятью? Нет, скорее всего, у вас есть тревога о своем здоровье и о своей памяти. То есть это довольно условная граница, да? То есть я сейчас же пытаюсь очень сильно все вещи утрировать и как бы упрощать. Потому что на самом деле эта болезнь, она начинается именно с того, что пациенту кажется, что у него проблемы с памятью. Он все чаще и чаще ловит себя на мысли, что он забывает какие-то вещи. Он не может удержаться в нити текущих событий. Он теряет какие-то свои записи, идет в магазин, не покупает то, что он хотел купить. У него рассеяно внимание, он не может делать 3-4 дела одновременно. То есть с этого все начинается. Это называется субъективное когнитивное снижение. То есть мы не можем оценить уровень интеллектуальных возможностей человека на все 100%, да, потому что оно настолько разнообразно, настолько богато, что ни одна шкала, даже там вот, ну вот известная многим, да, IQ. IQ не измеряет полностью весь интеллектуальный потенциал человека, оно измеряет только его какую-то часть. Вот, и поэтому первые признаки чувствует пациент сам. Но вот эта граница между проблемой, я говорю про память, да, или там про мышление, и нормой, и там соответствующей атрибутикой нормы, это именно вот эта самостоятельность человека. То есть, если пациент теряет свой прежний уровень функционирования, или же ему становится необходимым следить, там, вести какие-то, я не знаю, записи, не просто потому, что у него там, не знаю, 500 задач, а просто он знает, что, например, ему надо к доктору, он не может банально запомнить, что вот в субботу ему надо к доктору. Не потому, что у него 500 других задач, а просто потому, что он не может этого сделать, то тогда это проблема. Я понимаю, что сейчас вот люди, которые ведут там всякие разные деловые календари, да, то я сам пользуюсь Google календарем. Я тоже уже стала переживать, потому что позавчера я стала все дела записывать. Все так напряглись. На самом деле нет, это просто удобно. Да, то есть это позволяет находиться в треке многозадачности, это другое. А когда человек, который находится, грубо говоря, 5 дней, скажем, дома, делает там свои домашние дела, ему знает, что на 6-й день ему надо как бы к врачу, там нет такого количества задач. И он для того, чтобы вот это отследить, ему нужна какая-то напоминалка, это проблема. Вот.
и которая требует уже более углубленного осмотра, да, то есть более углубленного тестирования. Вот. Поэтому это как бы один из признаков. Но на самом деле классика дебюта деменции, если мы говорим о деменциях, это немножко другая история. Деменция – это довольно хитрое заболевание, потому что оно забирает то, что нам не очевидно. Да? Он забирает память и наши интеллектуальные возможности. Это не боль, это не движение, это не чувствительность, которой ты вот такой живешь, а внезапно понял, что не чувствуешь ногу. Или внезапно понял, что не можешь двигать там пальцем, или пропало зрение. Да? Это не так работает. Это довольно такое хитрое начало. И большинство историй, которые вот я слышу, по крайней мере, на приемах, то, что, нормально же все, он же помнит, что было 40 лет назад. А то, что он, теряется, то, что он не помнит, что он ел вчера на завтрак, это, нормально, ему же, 82, как раз-таки нет. Дело в том, что 40 лет назад, то, что происходило 40 лет назад, тогда наш мозг был здоровым, и он сформировал здоровые воспоминания, которые хорошо зафиксировались, которые его мозг может до сих пор использовать. Это, как, знаете, хороший дисковод. Вот он качественный, он работает, и он создает хорошую запись на диске, которую может другой человек воспользоваться и посмотреть. А если дисковод поломан, он будет создавать битую запись на диске, которую другой дисковод прочитать не сможет. Это очень сильно я утрирую. То же самое, да, то есть сломанные системы памяти формируют плохие воспоминания, которые не могут быть дальше прочитаны. И поэтому тогда, когда мы здоровы, мы формируем качественные воспоминания. Тогда, когда мы начинаем болеть чем-то, например, Альцгеймером, память наша формируется в извращенном, ломаном виде. И воспроизвести эту память бывает тяжело. И поэтому, например, у некоторых пациентов могут формироваться ложные воспоминания. Или события в жизни, они могут перепутываться, да, в хронологическом порядке. Вот. И поэтому для пациентов с деменцией, в частности, если мы возьмем классическую форму болезни Альцгеймера, для них характерно не то, что они забывают, что было 40 лет назад, а то, что они делали недавно. И это основной ее признак. Но именно из-за того, что болезни Альцгеймера так много, у нас стереотипная ассоциация, что пожилые люди, они трясутся, потому что Паркинсона очень много, они забывают, потому что Альцгеймера очень много, они могут падать, они могут разные события могут быть, но это ненормальное старение. Так быть не должно. Это болезнь. Давайте немножко вернемся назад, отмотаем туда, вот в это прошлое, когда вы начали только об этом рассказывать, потому что очень много удивительных фактов. Вы сказали, что практически все пациенты, которые приходят к вам на прием, да, практически у всех болезнь начиналась одинаково. Есть ли какие-то расстройства, может быть, в изменении личности человека, да? Как меняется характер человека, который, может быть, заболел Альцгеймером? Тут вот прям, чтобы мы сделали такую очень простую ассоциацию, да, то есть тут надо вспомнить «Изумрудный город», да, тут эту сказку. Там вот у нас есть железный дровосек, у нас есть Страшила, да, то есть там Страшила, он какой? Он пугливый, он вечно трясется, и он все забывает. Это вот как раз-таки довольно классические черты Альцгеймера. Пациенты становятся тревожными, у них видоизменяется поведение, они склонны больше к тревоге, у них начинается бессонница, они довольно часто испытывают панические атаки, они суетливы. Да, то есть, и эта суетливость может проявляться тем, что в начале самой болезни, когда еще когнитивный дефицит не выражен, они могут просто посещать разных врачей, в том числе и психиатров, в том числе и неврологов, именно с вопросами бессонницы и вопросами тревоги. Семья может заметить, что пациент стал более фиксирован на каких-то вещах, да, то есть чаще начинается какая-то например, у бабушек, у дедушек какая-то гиперопека или гипервнимание на какие-то отдельно взятые частные проблемы. Вот. Это нас может раздражать, но на самом деле это может быть первым признаком заболевания. Вот. У некоторых пациентов могут меняться, то есть это при некоторых других формах деменции, могут меняться определенные поведенческие привычки. То есть человек, который никогда в своей жизни не брал кредиты, никогда начинает довольно интенсивно набирать кредиты. Это странно. Один из моих пациентов, который всю свою жизнь, он финансист, он всю свою жизнь именно ненавидел кредиты и уже пришел ко мне через 2 года после дебюта болезни по уши в кредитах. И когда мы начали его тестировать, у него довольно серьезные проблемы в плане, мы это называем, принятия решений, да, то есть способности принимать решения. Есть такая аномалия поведения, когда пациент суперфиксирован на чем-то одном, компульсия называется, да, и вот он это вот какое-то дело именно одним делом и занимается. То есть это вот еще одно проявление. Некоторые пациенты, у них болезнь начинается с того, что они могут начать видеть галлюцинации, например, да, то есть, но при этом им может казаться, что где-то там вот
дерево, которое с листиками, которое там на ветру колышется, а ему будет казаться, что это просто дерево с птичками на нем, да, но он может на это не обращать внимания. А потом в дальнейшем могут появляться дополнительные вещи, и он может все больше и больше уходить в мир иллюзий, например. Есть такая форма деменции. Она немножко у всех чуть-чуть разная, но тогда, когда уже очевидно разваливается способность самообслуживаться, то есть тогда, когда мы все начинаем на это уже обращать внимание, типа, что-то мой папа уже не может там вести счета, да, или что-то он уже не может там идти закупаться, что-то он не контролирует свои таблетки, это уже болезнь развернутая, это уже тогда, когда все произошло. Ну, там уже все очевидно на самом деле, Абсолютно, скорее всего, не абсолютно. только врачу, но и всем И окружающим. самое главное, что вот, например, один из форм дебюта еще бывает такой, что вот человек жил в парадигме дом-работа. Дом-работа, жил, вроде никаких проблем, отпусков не брал, просто трудоголик. В какой-то момент времени любимая дочь или любимый сын решает там подарить отпуск родителю. Родитель вместе со своей супругой просто пакует чемодан и улетает в какую-то другую страну, в которой он там типа 5 лет не был. И теряется в аэропорту. То есть у него там он теряется, он не может банально сориентироваться там, в какой выход пройти. Да, это означает, что у него болезнь-то развивалась все это время. Но из-за того, что это был отработанный сценарий жизни, он к нему был достаточно адаптирован и на рефлексах все это выработал. Он мог водить машину, делать покупки, работать на своей работе, но из-за стереотипности выполняемых активностей никто вокруг не замечал, что на самом деле идет распад. Бывает ситуация, когда врачи продолжают работать, и только когда что-то их выбивает из их рутины, болезнь себя проявляется, потому что пациент дезадаптирован, он не может создавать новые воспоминания, ориентироваться в новых местах, использовать навыки, создавать новые навыки в незнакомых ранее обстоятельствах. Вы просто всех сейчас напугали, доктор. Это получается, что люди, которые вот живут свою жизнь постоянно, не вылезая из повседневной скорлупы, вообще где-то в тайне, глубоко-глубоко в мозге могут болеть Альцгеймером. Абсолютно точно. Как проверить? Как проверить, что со мной все в порядке, если у меня не Альцгеймер? Слушайте, существует ведь довольно такая избитая тема в плане диспансерных осмотров. И качественно выполненный диспансерный осмотр позволяет выявить некоторые аномалии. Да, то есть банально, когда ко мне приходит пациент, неважно какой возраст, я просто сижу и смотрю не только за тем, он мог прийти ко мне с болями в ноге, например. Одна пациентка вообще пришла с тем, что у нее ощущение металлического привкуса во рту. То есть это вот ее была жалоба. Но в процессе просто беседы с ней я обращаю внимание, что я задаю ей вопрос, она такая поворачивается на мужа, и муж начинает давать мне ответ. А я потом просто сижу и продолжаю наблюдать, как она реагирует на мои вопросы. То есть она пользуется внешними подсказками. Она не может, смотря мне в глаза, тут же выдавать мне ответ. Или ее речь стала обедненной. Или она больше пользуется местоимениями, или она больше пользуется словами-паразитами. Да? То есть вот такие моменты. В таком случае я просто, в случае вот этой пациентки, о которой я рассказал, я просто попросил супругу выйти и начал задавать ей фронтальный вопрос. Какая сегодня дата? Она должна прям четко ответить. Сегодня 5 сентября 2024 года. Очень приблизительно так. Но если человек, например, начинает тормозить, дает мне неправильный ответ или начинает нервничать, то это означает, что мозг испытывает стресс в этот момент. Он не может воспроизвести определенные моменты с достаточно высокой скоростью. Другой вопрос, что есть, когда мы в отпуске, мы, конечно же, сами теряем нить событий и можем не ориентироваться, но при этом в более грубых ее проявлениях человек может терять, например, что сейчас, например, сентябрь, да, он может сказать, что сейчас, например, не знаю, июль. Или довольно часто, когда я говорю, какой сейчас год? 2024, правильно? А люди начинают говорить, 1900, упс, что происходит? На 20 лет мозг отстал? Нет, не может Или быть там такого. 1952. Да, иногда бывает такое. Вот эти все, это называется скрининговый фронтальный опрос, да, то есть если мы тут видим, что что-то происходит, это требует более углубленного, уже более детального расспроса и оценки пациента. Так вот, по итогу этой пациентки выявилась болезнь Альцгеймера, которую семья довольно тщательно скрывала. И вот только вот это вот перекидывание взглядом во время разговора с семьей позволило вот выцепить первый признак, из которого уже мы докопались до сути. Такое бывает. И это именно к вопросу о том, как качественно проводится диспансерный осмотр. То есть неврологи, которые имеют опыт работы с когнитивными расстройствами, они даже в процессе беседы могут выявить какие-то моменты. Могу даже такую же историю рассказать, вот, где вроде бы не очевидно, но проявилось. Пациент страдает болезнью Паркинсона. У него есть супруга, которая за ним ухаживает. Да? И в процессе наблюдения за этим пациентом в течение целого года у нас одни и те же проблемы. Галлюцинации, но у пациента.
не у его супруги. И вот дважды такое повторилось, после чего я затребовал уже глубокий осмотр именно супруги, потому что дважды выявилось, что таблетки принимаются не так, как надо, а таблетки контролировала супруга. Мне уже пришлось подключить третьего члена семьи с словами: ребят, что происходит? Мы дважды корректировали таблетки, мы дважды вам высылали новые схемы, вы передавали супруге, что вот, то есть маме, да, что список такой, да, передавал. Вы уверены в этом? Да, уверен в этом. Тогда почему мне мама говорит, что супруг пьет вот такой список, а не тот, который мы с вами обсуждали? Вопрос. То есть у супруги есть проблемы, и она не может отслеживать текущие события, и значит у супруги тоже, возможно, Альцгеймер или что-то в этом духе. И теперь требуется ее осмотр. То есть внимание на детали. Сколько времени может пройти с начала заболевания до такого его видимого дебюта? У всех по-разному или есть какой-то определенный люфт? В среднем люфт от момента проявления первых симптомов до постановки диагноза, в зависимости от того, чем мы называем первый симптом, да, он может занимать, если клинически чисто проявлять, то в среднем где-то от года до 3. Если мы берем научные данные, да, то есть не жизненные такие, да, что человек поменялся в поведении, а именно изменения в крови, изменения в спинномозговой жидкости, изменения в мозге, то мы можем найти первые признаки болезни аж за 8 лет до дебюта, до клинического распада. Да, за 8 лет. То есть в этом вся суть современной медицины, что идет в сторону более ранней диагностики, потому что у нас появляются препараты, которые позволяют менять траекторию болезни. И поэтому я прям ожидаю, что в следующие 10 лет у нас произойдет качественный скачок в этом вопросе. И может быть, что тогда, когда мне или вам стукнет под 50, просто какой-то доктор на очередном диспансерном осмотре задаст вам вопрос: а не хотите ли вы сдать кровь на раннюю диагностику деменции? И если там что-то выявится, то начнут давать уже препараты. Потому что буквально недавно состоялась конференция ассоциации по болезни Альцгеймера в Филадельфии, да, и там как раз-таки поднимались вопросы, как раз публикация вышла на то, что появился маркер в крови, то есть мы берем просто анализ крови, там фосфатау-белок с определенным сложным названием, не буду сейчас в это углубляться. Суть в чем? Берем анализ показал чувствительность, точность до 91%, это удивительно. То есть получается, что в будущем, возможно, у нас просто появится анализ крови, который может сказать, что у этого человека, возможно, что-то идет, и требуется какое-то более сложное тестирование, чтобы доказать, что потом он получил препарат. Болезни еще нет. Пациент абсолютно работает, у него все нормально с памятью, все хорошо. Вот. Как-то так. Слушайте, получается, что сегодня мы не можем, естественно, сдать такой анализ, можем только заподозрить у какого-то своего близкого родного человека по таким косвенным признакам, о которых вы сейчас говорили, что у него начинаются те или иные проявления деменции. На самом деле можем, но опять-таки, если мы свободны от то есть территориальных оков, да, то есть страны, где вы можете уже пойти и сдать необходимые анализы, если есть очень серьезное подозрение. Но этот анализ не такой простой, как анализ крови. Это анализ спинномозговой жидкости. Он берется, но для этого нужно определенно более сложное вмешательство. Они позволяют нам достаточно рано увидеть некоторые изменения. Есть определенный тип сканирования мозга. Дорогостоящий метод. Вводится в кровь специальный радиоизотоп, который захватывается мозгом, мы можем уже наблюдать, что идут какие-то изменения. И я думаю, что это вопрос довольно ближайшего будущего, да, то есть это не так долго пройдет, когда это уже будет внедряться в клиническую практику. Мы сегодня много раз сказали о деменции в связке с болезнью Альцгеймера. Многие, возможно, из наших зрителей не до конца понимают, в чем разница между деменцией, сосудистой, обычной деменцией и болезнью Альцгеймера. Давайте закроем этот вопрос и просто обозначим, что, наверное, зрителю, может, и не нужно эту разницу понимать. Грубо говоря, давайте мы сделаем пример на примере просто ОРВИ. Да? ОРВИ – это острая респираторная вирусная инфекция. Банальный кашель, я не знаю, простуда. Простуда – это что? Это очень простое житейское обозначение этого ОРВИ. Но внутри ОРВИ есть много возможных причин. Грипп, парагрипп, не знаю, ковид, пожалуйста. Да? То есть разные причины приводят к явлению, которое мы называем простудой. Деменция – это так же, как и простуда, это группа заболеваний, причиной которой может выступать чаще всего болезнь Альцгеймера. Дальше это деменция с тельцем Леви, например, лобно-височная деменция или болезнь Пика, болезнь Паркинсона, например, и так далее, и так далее. Там вариантов много. Поэтому
Когда мы говорим слово «деменция», мы должны, в принципе, представлять перед собой человека, у которого есть проблемы интеллектуального плана, да, то есть он не может принимать решения, он плохо говорит, он плохо считает, он плохо ориентируется в социуме, да, то есть он может отпустить какую-то очень такую неловкую или очень плоскую шутку, например, да, или очень как-то вальяжно, грубо себя вести, да, то есть не в соответствии с требованиями социума в конкретном месте. Он может терять память, да, то есть, но при этом, чтобы вы понимали, проблема памяти и деменция – это лишь часть большой проблемы. Вот. И вот эту проблему может вызывать болезнь Альцгеймера и так далее, и так далее. То есть это такие подтипы, которые отличаются клинически, да, то есть там есть свои хитрые штуки, но сути не меняет, да, то есть как-то так. То есть это часть. Хорошо, сейчас к диагностике хочу вернуться. Все-таки вот предположим, что есть люди, наши зрители, да, которые могут себе позволить вот такую диагностику для того, чтобы поставить точку в этом вопросе. Кто из людей, есть же определенные группы риска, да, кто входит в эти группы риска, кому действительно стоит задуматься о том, что за какой-то большой вероятностью может возникнуть та или иная деменция, в том числе болезнь Альцгеймера. Людьми, именно конкретно находящиеся в группе риска, являются люди старше 55 лет, у которых есть ожирение, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, либо они употребляют в большом количестве алкоголя или курят. Это те пациенты, которые чаще всего будут иметь какие-то когнитивные проблемы. Дело все в том, что современная наука, то есть пришла опять к исходу, да, то есть вот мы начинали всегда с ЗОЖа, потом говорили о каких-то сложных вещах, и вот сейчас как раз на этой же конференции обсуждали вопросы того, что вот есть сахарный диабет, да, то есть мы все знаем про сахарный диабет. Мы знаем, что сахарный диабет там бывает первого типа, второго типа, но выделяется сахарный диабет третьего типа, об этом очень мало говорят, чисто такая научная тема, или по-другому его называют еще нейродиабет, то есть когда проблема, связанная с метаболизмом глюкозы, находится в клетках головного мозга, да, что они не могут усваивать необходимую глюкозу. И что самое интересное, что препараты, которые применяют для лечения диабета, довольно успешно показывают себя в качестве лечения болезни Альцгеймера или болезни Паркинсона. Например, одной из недавних публикаций это касается препарата Saxenda, да, то есть лораглутид. Этот препарат показал эффективность в замедлении процесса атрофии головного мозга у пациента с болезнью Альцгеймера. То есть, конечно же, мы не говорим о том, что скоро мы всех вылечим препаратами против диабета. И еще все худые будут заодно. Абсолютно. Но и некоторые из них будут слепые, потому что у Saxenda есть побочный эффект в виде проблем со зрением, да? Вот. И о чем это говорит? Это говорит о том, что люди, у которых есть метаболический синдром, так называемый, да, то есть это холестерин очень высокий, они тучные, жирные, да, это проблема с метаболизмом глюкозы и проблема со сном, то есть синдром обструктивного апноэ сна или инсомния, они имеют повышенный риск развития деменции. Вот им как раз-таки стоит об этом задуматься. Потому что это довольно классическая картинка, да, то есть у большинства пациентов с деменцией мы находим еще и гипертонию, и находим еще и гиперхолестеринемию, и находим еще и диабет. Да, то есть, и вот сейчас, вот за последние 2 года, на самом деле, количество публикаций просто увеличилось, в стратосферу улетело, да, то есть мы близки к тому, что просто уже как неврологи самостоятельно начать выписывать агонисты GLP-1 рецепторов, да, то есть это вот эти вот противодиабетические препараты. Очень близки к этому, потому что результаты очень многообещающие. Друзья, подробнее об этом ролике мы уже говорили с эндокринологом Андреем Подзолковым. Если вы все еще не смотрели наш выпуск, пожалуйста, приходите в подвальчик, там очень подробно есть все истории по семаглутиду. Хорошо, доктор, что происходит с человеком, когда у него начинается болезнь Альцгеймера? Что в голове происходит? Мы ведь знаем уже об этом. Уточните, на клеточном уровне или на уровне психики? На клеточном уровне. Спасибо. Да, на клеточном. Значит, Психику разобрали уже. Проблема в том, что у пациентов с деменциями, неважно какая причина, происходит отложение белков. То есть, грубо говоря, вот эта вот комната – это одна клетка. Да? Сюда к нам приходит еда, определенное количество еды, мы ее кушаем, и остается какой-то отход. Да? И этот отход тоже должен расщепиться, он должен исчезнуть, он должен быть выкинут из клетки. То есть комната должна всегда оставаться чистой. Деменция – это когда продукты питания заходят, что-то синтезируется и что-то остается внутри клетки. Какой-то белок, который клетка не может обработать. Она его выбросить не может, слишком воспитана. Да? И она что делает? Она откладывает в определенном углу. Но этот угол очень быстро забивается, и дальше откладывание идет
на остальную часть комнаты. То есть вся клетка забивается определенным белком. В какой-то момент клетка так перегружена этим белком, что там нет места для синтеза энергии, для осуществления синтеза там, белков каких-то, просто нету места уже, и она погибает. Когда она погибает, ее стенки разрушаются, этот белок попадает в межклеточное пространство. Соседние клетки, как очень добросовестные соседи, прибирают этот белок к себе, и теперь у них начинает этот белок накапливаться. Это называется прионовый тип распределения, да? То есть когда заболела одна клетка, и потом в геометрической прогрессии это расползается по всему мозгу. И передаваясь от клетки к клетке, от клетки к клетке, эти клетки все начинают погибать. То есть первая причина – это накопление белка. А вопрос, почему этот белок начинает накапливаться, тут теории, конечно же, великое множество. Начиная от генов, заканчивая тем, что очень много пожаров и частицы, твердые мелкие частицы, PM2,5 или 10, например, играют определенную роль в том, что мы начинаем накапливать определенные белки. Но с белковыми диетами это не связано никаким Абсолютно образом. никак. Нет. Что происходит дальше? Определенный набор клеток начинает умирать, да, то есть наш мозг – это как миллион мозгов в мозгу, но это нейросеть. И разные нейроны формируют разные сети, и они на разных уровнях, много слоев. Представьте себе паутину. Паутина – это множество разных ниточек, да? Погибают какие-то ниточки, и другие ниточки начинают брать на себя функцию. Но, наверное, другая аналогия подойдет лучше. Представьте, что вы работаете в офисе, где работает 100 тысяч человек. 100 тысяч человек делают разные дела. Потом наступает COVID-19. К великому сожалению, 20 тысяч человек уходят на больничный или, не дай бог, умирают. Остальные 80 тысяч должны все равно делать функцию за 100 тысяч. Они что? Они перегружаются. Они перегружаются, у них фактор риска того, что они снова могут заболеть. Они заболевают. Теперь работает 50 тысяч клеток. И так дальше, пока не умрут все. Или не заболеют все. Это называется эксайтотоксичность. То есть из-за того, что наш мозг продолжает выполнять определенную нагрузку, но теряет функциональный резерв, мозг начинает перегружаться. Поэтому мы используем некоторые препараты, которые блокируют эту самую эксайтотоксичность. И в какой-то момент мозг начинает, наоборот, разрушаться из-за того, что мы от него очень много чего требуем или просим. Это проявляется и клинически тоже. То есть если мы берем некого пациента, который болеет болезнью уже, клинически развернутый, и ему надо приехать, скажем, из другого города в Москву, и если он приедет в Москву, и мы начнем его уже тестировать, он уже к этому моменту уставший, потому что миллион событий, миллион задач, миллион новых мест, мозг пытается адаптироваться, и тут еще доктор со своими задачками, да, чтобы понять, что там происходит. Если же мы возьмем этого же пациента, который находился у себя в городе, в знакомых своих местах, где мозгу не приходилось выполнять много вычислительных задач, и проведем это же тестирование, он даст нам более хороший результат. То есть это к вопросу о том, что некоторые пациенты с деменциями, почему они ухудшаются, когда они меняют место своего пребывания, потому что под действием новых задач перегруженный мозг уже не может выполнять свои функции. Ну так правильнее получается исследовать болезнь? Нет. Мы создаем ненужные риски пациенту. А если пациент уйдет в психоз? Такое тоже может быть. Называется делирий. И пациенты иногда, когда, например, банально, то есть в тяжелой ситуации бывает настолько драматичные вещи, то есть любимый сын решил сделать ремонт дома. Делает ремонт дома, вешает новые занавески, новые обои, новая мебель. Все, человек, который там жил последние 20 лет, он теряется в этом доме, он пытается из дома уйти, найти тот дом, в котором он жил, а этого дома уже нет. И поэтому обычно, когда мы видим уже умеренные или тяжелые деменции, мы не рекомендуем менять обстановку, в которой человек находится. Вот. Это как раз к вопросу о то есть причинно-следственной связи. Вот такие изменения происходят главным. Давайте поговорим о лечении, потому что ведь страшно даже не то, что у человека эта болезнь случилась, а то, что на сегодняшний день мы в России с вами не имеем возможности вылечить эту болезнь. Но я знаю, что есть надежда, потому что в мире появились препараты. Расскажите о них. Да, на сегодняшний день имеет полное одобрение два препарата. Это препарат донаnemab и lecanemab. Это моноклональные антитела. Это антитела, то есть вещества при попадании в кровь связываются с каким-то белком. Да, этим белком является амилоид. Задача этого препарата связаться с этим самым белком, который накапливается в клетке, и нейтрализовать его. Вот. Однако, опять-таки, появление этих препаратов не означает их то есть вездесущность, что везде они доступны. На самом деле это не так. Они находятся на самом раннем этапе уже не клинических исследований, а практических исследований. Да? То есть вот он появился на рынке, теперь все люди начинают им пользоваться, и сейчас возникает один главный вопрос.
Хорошо, вот мы начали этот препарат использовать. Какие отсроченные последствия? Мы это пока не знаем. И с появлением новых данных, то есть для этого потребуется пару лет, наверное, 5, когда уже появятся данные о том, как люди себя чувствуют, принимают препарат 5 лет, 8 лет. Нет ли у них, например, воспаленного мозга, нет ли у них каких-то других последствий, связанных с головным мозгом, потому что постоянно мы воздействуем на белки головного мозга. Вот. Да, эта надежда есть. Я думаю, что в 5-летней перспективе они, скорее всего, в России тоже появятся. И их доступность будет сильно проще. Потому что на сегодняшний день для того, чтобы получить препарат, надо пройти прям много всяких разных процедур, чтобы быть прям супер уверенным, что этот препарат нам точно поможет. Потому что их цена сейчас очень высокая. Там средний курс, если я не ошибаюсь, в месяц выходит где-то под $50 000. Да? То есть это большие деньги в месяц. А этот человек должен получать это лечение бесконечно. Как сегодня вы помогаете пациентам своим, если лечения до сих пор нет? Как-то остановить хотя бы прогрессирование этого заболевания возможно? К сожалению, нет. Мы не можем восстановить процесс старения мозга. Потому что, то есть самая простая аналогия, что такое деменция, это процесс, при котором часть мозга стареет быстрее, чем другая. Вот. И из-за этого происходит такое неравновесное, да, то есть неравновесные такие состояния. Мы используем препараты, и мы используем очень много других немедикаментозных вмешательств. И тут, конечно, колоссальная помощь и готовность должна быть семьи, потому что деменция – это не болезнь индивида, это болезнь социума, это болезнь семьи. И чем более возрастным становится население определенной страны, тем больше этих проблем будет. Вот, например, Китай, он уверенно идет в сторону, то есть, или Япония, например, она и уверенно идет в сторону того, что у них будет бум вот таких болезней. Так вот, препараты, которые на сегодняшний день существуют, они помогают для коррекции памяти достаточно умеренно. Это две группы медикаментов, один из которых это вот тот самый препарат, блокирующий эксцитотоксичность, мемантин. И у нас есть препараты, которые усиливают, точнее блокируют действие ацетилхолинэстеразы. Это такое умное слово. В общем, мозг работает на ацетилхолине. Это один из основных химических веществ, обеспечивающих интеллектуальную работу и память. И есть его фермент, который этот химическое вещество разрушает. Так вот, у нас есть препарат, блокирующий этот фермент. Да? То есть, соответственно, химическое вещество, обеспечивающее память и мышление, оно дольше живет в межклеточном пространстве, тем самым дольше оказывает свой эффект. Так вот, эти препараты, они влияют, если в самом начале болезни мы их используем, они позволяют нам до определенной степени скомпенсировать пациента, и он может довольно, чуть дольше находиться в более-менее функционирующем состоянии. Но если у пациента, например, на первый план выступают его психоэмоциональные моменты, бессонница, тревога, депрессия, панические атаки, мы используем соответствующие препараты для коррекции этих моментов. Вот. В остальном мы обучаем семью. Есть довольно известный фонд Альцрус, они создали огромное количество информационных ресурсов, в том числе видеолекции и видеолекции для родственников, чтобы обучить правильные методы общения с пациентом, чтобы не создавать и не погружать его в стресс. Одним, например, из таких вот стрессогенных моментов для пациента является общение, при котором мы стыдим человека. Да? Пап, что, ты забыл опять это, что ли? Я же тебе 5 минут назад об этом сказал. Это создает очень негативный эмоциональный фон. Пациент может забыть, что родственник ему это сказал, но эмоциональный фон в виде какой-то такой вот обиды, нервозности, она сохранится, и пациент не будет понимать, почему он это чувствует, потому что он это забыл. И это может копиться, создавать абсолютно ненужные вещи. У некоторых пациентов в тяжелых случаях на этом фоне формируется так называемый синдром двойника, да, то есть расщепление. В мире пациента есть, например, 2 сына или 2 дочери. Одна из них добрая, а другая из них плохая. И когда один и тот же человек приходит, начинает его ругать, он говорит: сейчас мой сын придет, будет тебя ругать. Хотя это просто особенности иллюзий, которые создаются в психике такого человека на фоне идущих процессов. Вот. Кроме того, очень важно следить, чтобы у пациентов с деменцией, например, не было проблем с недоеданием, обезвоженностью, или чтобы не пропустить какие-то инфекции, потому что чаще пациенты с деменциями, они существенно ухудшается их качество жизни, или они погибают именно из-за инфекции и из-за проблем ухода. Если обеспечить адекватный уход, качественный, и мы следим за всеми этими параметрами, к сожалению или к счастью, пациент может дожить до очень глубокой стадии деменции, когда, грубо говоря, наступает вегетативная стадия, когда пациент просто спит и бодрствует, больше ничего не может. Да? То есть настолько мозг может угаснуть, но при обеспечении ухода это все можно сделать.
Тут вот я думаю, что уместно будет сразу, вот, опережая, рассказать про то, что некоторые люди и некоторым, да, то есть некоторые люди симпатизируют идеи вот именно в этот момент эвтаназии, да, то есть в отношении того, а насколько, почему мы должны позволить человеку страдать, и, может быть, как бы надо что-то там сделать, да. Ну, во-первых, наверное, как раз-таки я негативно отношусь вот к такой пассивной эвтаназии, когда мы должны отпустить все на самотек, пусть человек там умрет от чего-то, да, то есть это плохая идея. И самая лучшая клиническая практика говорит о том, что мы должны бороться и обеспечить комфорт пациента до конца, да, то есть лечить все. Вот. Просто, ну, в пациентских сообществах, когда ты сидишь и слышишь такие идеи о том, что вот там в такой-то стране медсестра говорила о том, что в паллиативном уходе вот, что есть вот такая эвтаназия, ла-ла-ла. Ну, не нам решать, мы не знаем о том, что там происходит в голове человека. Вот. Безусловно. Тем не менее, я хочу понять, доктор, вот если все-таки мы понимаем, что лечения этой болезни на сегодняшний день нет. Излечения нет, да. Излечения нет. Мы можем остановить болезнь, да, но на какое-то время, получается, на какое тоже большой вопрос. А в чем тогда смысл приводить человека к врачу на ранних стадиях, если помочь ему все равно не получится, и через несколько лет мы увидим перед собой другого человека? Дело в том, что мы можем повлиять на текущие события. Предположим, вот человек, у которого начинается дебют деменции с тревоги. Человек ловит постоянные панические атаки. Он теряет вес. Он начинает заболевать другими болезнями. И в конечном итоге страдает не только он, но и его родственники, которым приходится постоянно вызывать скорую, постоянно там переживать соответствующие эмоции, потому что они видят, что страдает родственник и так далее, и так далее. Да, то есть можно ли это корректировать? Абсолютно точно можно. Вот ради этого стоит идти к врачу. Другой вопрос, что препараты, о которых я сказал, они влияют на симптомы в определенной степени. И раз мы это можем дать пациенту, нам стоит это дать. И ради этого стоит идти к врачу. Потому что исследования показали, что неприменение этих препаратов приводит к тому, что проблемы, о которых мы говорим, они наступают раньше с более яркой картинкой. Да, и в том, и в другом случае это все выглядит ужасно. Но, тем не менее, облегчить хоть на какую-то долю страданий человеку можно. И потом, если человек не доходит до врача, он не получает информацию в отношении, например, тех же самых информационных ресурсов, да, то есть он живет там в своем мире и не знает, что существует, например, определенный стиль или методы общения с пациентом, которые позволили бы не допустить определенных психоэмоциональных конфликтов в семье, корректировать определенным образом, например, галлюцинации, да, то есть профилактировать такие моменты, как, например, избегание дома, выхода или, да, то есть там таких конфликтов, как, например, подозрение о краже, да, то есть иногда бывает, что пациенты сами куда-то что-то ставят, забывают об этом и начинают обвинять там свою жену или там сына о том, что он там что-то украл. То есть вот такие вот моменты профилактировать можно, и это позволяет именно как раз-таки сведения и информации, иногда таблетки. Вот. Если просто не ходить к этому, ну окей, довольно много людей именно не ходят, и им кажется, что то, что там папа забывает какие-то вещи или что у него там трясется рука, это абсолютно нормально для 80-летнего человека. Ну, как бы да. Вот. Да, а оказывается, друзья, что абсолютно ненормально. В завершении, доктор, хочу все-таки, знаете, вас попросить вот о чем. Так как нас смотрят люди, которые, возможно, хотят профилактировать прямо сейчас болезнь Альцгеймера, может быть, есть какие-то советы, которые каждый из нас может применить, там что-то определенное есть, пить, как-то заниматься, поменять какие-то свои привычки. Давайте дадим вот короткую инструкцию к жизни. Отличный вопрос. Давайте начнем с самого простого. Первое, избавьтесь от углеводов, быстро усвояемых углеводов. Нет сахару, нет фруктозе. Это вот номер один. Второе. Если индекс массы тела больше 25, то есть приближается к ожирению, то что ж, пора заканчивать с просиживанием тела на диване, идти на фитнес в любом возрасте, терять жир, качать мышцы и качать сердце. Это второе. Потому что правильные энергозатраты позволят замедлить процесс старения. То есть если человек находится физически активным, адекватный, то есть не перегрузка физическая, адекватная физическая нагрузка, если тело подкачанное, жира достаточно мало, то процесс старения замедляется. Вот. Третье. Если человек употребляет алкоголь, да, особенно в количестве единиц больше, чем, ну вот, давайте возьмем бокал вина там раз в неделю, больше, чем раз в неделю, чаще идет,
то вероятность повреждения, вызванная алкоголем, мы называем алкогольная дегенерация мозга, она растет. То есть надо уменьшить количество потребляемого алкоголя, желательно его вообще исключить абсолютно. Вот. Если человек курит, надо завершать курение, потому что курение усиливает процесс преждевременного атеросклероза. И тут сейчас опять пойдет волна такая: вот, есть люди, которые всю жизнь курят, всю жизнь пьют, и у них все нормально, прекрасно, у них хорошая генетика. То есть их генетический аппарат имеет достаточно ферментов, позволяющих телу нейтрализовывать это количество. Но если вы тоже думаете, что у вас так же, окей, рискните. Вот. Следующее. Займитесь чем-то, чем вы никогда раньше не занимались. То есть, если вы всегда мечтали изучить, например, китайский язык, и вам сейчас 65, и вы не знаете, что делать, прекрасное время, изучайте новое. Мозг любит заниматься новыми задачками. Вот мне говорят: вот мы там решили начать решать сканворды и кроссворды. А вы всегда решали? Да, всегда мы любили это делать. Что ж, плохая идея, потому что мозг умеет уже это делать. А вот если вы никогда не умели, не знаю, играть на барабанах, это отличное время начать это делать. Вот. Путешествуйте. Позитивные эмоции и новые места создают не только позитивный фон, но и позволяют мозгу решать новые задачки, потому что поехать в какое-то абсолютно неизвестное место — это масса задач, которые надо решить. Вот. Ну и напоследок, наверное, это все-таки, если человек особенно работает, и ему уже больше 65 лет, то все-таки надо как-то создать некий баланс между тем, что ты работаешь, но при этом у тебя должно оставаться достаточно свободного времени на то, что я сказал. Да? Потому что иногда люди говорят: вот, там доктор говорит о том, что мне надо на фитнес, но я работаю по 12 часов в день, мне некогда этим заниматься. Ну что ж, значит, ты выбрал путь самоуничтожения через работу. Прекрасно, живи дальше, нет проблем. Вот. Мы должны жизнь должна быть, особенно вот эта вот работа, сидячий образ жизни и малая активность, она прям убивает. Вот. Наверное, как-то так, если мы очень сильно утрируем. Вот. Ну и в целом мы понимаем, что здоровый образ жизни — это достаточное количество сна, чистого воздуха, там, хорошего качественного общения и также вода, просто эмоции, позитив. Друзья, это все то, о чем мы говорим здесь, в этой студии, с практически каждым врачом, который сюда приходит. Если вы еще не знаете, с чего начать, начните хотя бы с коррекции своего питания. Об этом мы неоднократно говорили. Исключите быстрые углеводы, найдите себе любимое дело, испытывайте позитивные эмоции. Ну и в случае, если у вас есть сомнения, что у ваших родственников или у вас есть проблемы с памятью, обратитесь к неврологу. Да? Да. Спасибо, док, за потрясающе интересный разговор. Я заслушалась и благодарна за то, что нашли время. Спасибо, что пригласили. Оставайтесь с нами, будьте здоровы, друзья. Увидимся. Пока.